В Поднебесной полным ходом идет подготовка к Новому году и встрече божества богатства, ведь уже за неделю до назначенной даты нужно обзавестись самыми главными энергетическими атрибутами предстоящей магической ночи и большого многодневного веселья. Поэтому, если вы решили встречать Цайшэня, вам тоже сначала нужно подготовить помещение, наполнив его особым духом волшебства. Как? С помощью новогоднего китайского мандаринового дерева и, конечно, особого символа счастья. Китайцы верят, что оно обязательно придет в дом, особенно если в назначенный час окажется вверх ногами. О чем это я? Сейчас узнаете. Прежде всего, в Поднебесной встречают, конечно же, Новый год по лунному календарю, и приветствие божества богатства – лишь одна из его составляющих, поэтому в помещении нужно создать особую обстановку. А то какое же божество захочет идти в дом, где уныло и тоскливо? Зато туда, где весело и позитивно, его как магнитом потянет. Особым магическим атрибутом китайского Нового года – считается мандариновое дерево, как для нас елка в Новый год. Поэтому в эти дни все китайские улочки полны мандариновых деревьев, и живых, и искусственных, и больших деревьев, и малых мандариново-веточных композиций. Каждый китаец спешит запастись своим новогодним мандариновым атрибутом. Что же это за мандариновый ажиотаж такой? «Да мандарины – это же к деньгам», – ответит вам в Поднебесной. Мандарины – это богатство, успех, долголетие, благополучие и достаток в семье. Ими обмениваются с гостями, а в новогоднюю ночь на столе выкладывают из мандаринов число 8, символ бесконечности, чтобы изобилие в доме не иссякало. Кстати, к китайским новогодним мандариновым деревьям относятся кумкваты. Название такого счастливого мандаринчика созвучно с китайским словом «золото». К тому же кумкват можно есть вместе с кожицей. Отлично можно использовать и апельсины. Если на китайский Новый год закатить 108 апельсинов в дом, вас ждет изобилие и удача. Такой ритуал отлично подойдет тем знакам восточного календаря, кому нельзя в этом году встречать божество богатства. В общем, наполняйте помещение мандариново-апельсиновым духом. А если очень хочется мандариновое дерево, то сделайте его сами, как вариант из обычной елки. Для этого всего лишь нужно закрепить на нее живые мандарины и алые счастливые конвертики хунбао с китайскими символами счастья и богатства. Их, кстати, тоже можно склеить из бумаги самим, а символы нарисовать. У вас получится новогодняя мандариновая елка. Чудесный магический атрибут для китайского Нового года. Думаю, божеству богатства он придется по душе. Если не хотите делать елочку, можно обойтись небольшой композицией из веточек и мандаринов. Ну что ж, теперь, когда у нас уже есть новогоднее дерево, самое время запастись символом счастья. Это у нас вот такой китайский иероглиф «фу» на бумажной или тканевой салфеточке. Он также обозначает благополучие, достаток. Его можно самим вырезать из бумаги. Накануне Нового года все китайцы запасаются такими символами, чтобы в новогоднюю ночь перед ритуалом встречи божества богатства этот символ наклеить на входной двери. При этом на севере Китая в новогоднюю ночь этот знак крепят вверх ногами. И если вы поинтересуетесь, зачем, вам ответят, чтобы счастье точно пришло. Дело в том, что на местном диалекте счастье вверх ногами – фудаула – звучит так же, как «счастье пришло фудаула». Здесь на этот счет существует целая легенда. Якобы в древние времена некий основатель династии Мин Джу Юаньчжан велел под Новый год наклеить символ «фу» на двери домов тех жителей, кого он намеревался казнить. Но его жене Ма было жалко людей, она втайне от мужа велела всем жителям на двери наклеить такой же символ. Как на грех, одна семья прикрепила символ вверх ногами.
На следующий день чиновники увидели, что символ Фу наклеен у всех подряд. Кого казнить, неясно, не всех же хватать, а кто налоги-то тогда платить будет? И что, самим чиновникам, что ли, на поля выходить? И тут видят на одной двери символ перевернутый. Доложили о случившемся хозяину. Тот ногами затопал и говорит: казните семью тех, у кого символ вверх ногами наклеен. Но тут снова вмешалась его жена. Ма сказала, что люди специально наклеили Фу вверх ногами, потому что они узнали о визите высоких особ и поспешили показать свое глубокое уважение государю, прикрепив перевернутый символ Фу. Как бы говоря этим, что счастье пришло. Такие слова очень польстили государю, он, конечно же, пощадил семью, и якобы с того времени на Новый год появился обычай клеить перевернутый символ счастья в знак стремления к благополучию и, конечно же, в честь милосердной Ма. Конечно, это не единственная легенда, связанная с символом, но по большей части все эти истории касаются Северного Китая. На юге Поднебесной символ Фу никто в новогоднюю ночь не перевернет, ведь на кантонском диалекте звучание вверх ногами уже будет несколько иным, что-то похожее на утекло, а кому ж захочется, чтобы благополучие утекало? А как же поступить нам с вами, интересуются многие. На мой взгляд, поскольку у нас никаких созвучных ассоциаций с китайским даоло не имеется, то вряд ли нам стоит клеить символ на дверь вверх ногами, а то еще получим какое-нибудь безбашенное счастье. Ну что ж, нюансы, связанные с символом счастья и благополучия, мы с вами обсудили. Запасайтесь мандаринами, делайте мандариновые елки. Считается, что принести в дом эти магические атрибуты надо уже к 23-му дню последнего лунного месяца, то есть к 25 января в этом году. Ведь надо будет еще задобрить божество кухонного очага, чтобы тот не наговорил чего лишнего небесной канцелярии. Но об этом мы с вами поговорим в следующем видео или, возможно, на стриме. Ставьте лайки, если это вам интересно. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ну а с вами была Наталья и канал О секретах Лайф. До новых встреч!